Вот такое вогнутое зеркало эллиптической формы, оно позволяет то же самое сделать, что линза. То есть собрать свет и изображение построить. А Ньютон сделал вот такой вот маленький, своими руками. Он очень маленький. Это тут вот фотография непропорциональная. Его вот это вот деревянненькое сооружение было вот такого размера, просто с 2 кулака. И за это изобретение здесь зеркало, а здесь окулярчик маленький, ну, та же лупа, которая позволяет рассмотреть изображение, построенное зеркалом. Это зеркальный телескоп, рефлектор. Это было изобретением совершенно новым. Его приняли за это в Академию наук. С этого началась его карьера. Ну, английское, вот это королевское общество, Royal Society. И стал великим Ньютоном потом. Своими руками делал вот все такие штуковины. С тех пор телескоп-рефлектор эволюционирует до сегодняшнего дня и разросся, сами увидите сейчас, до каких размеров. То есть сегодня мы имеем 3 варианта, 3 принципиально разных конструкции телескопа. Рефрактор, который Галилей придумал, линзовый объектив, линзовый окуляр. Рефлектор, который Ньютон придумал, вогнутое зеркало параболической формы. Оно строит здесь изображение. Второе маленькое зеркало отражает это изображение в бок, ну, чтобы головой не заслонять свет. И тут мы сбоку на него смотрим в окулярчик. И которую только в 20 веке сделали, тут и объектив из стекла, и зеркальный объектив. Все недостатки и того, и другого компенсируются их достоинствами. Это самая совершенная система, ну и самая дорогая и сложная в изготовлении, поэтому ее редко используют. Хотя уже и любители астрономии имеют такие, покупают, но они дорого стоят. Вот 3 варианта. Ну, собственно, 2 принципиальных и 1 совмещенный. Вот давайте теперь посмотрим на возможности разных инструментов. Ну вот давайте посмотрим. Вот кусочек неба. Зимнего неба. Это, может быть, кто-то узнал вот это созвездие. Вот пояс, вот плечи, вот ноги, вот меч. Это созвездие Орион. Вот так мы его видим глазом в хорошую зимнюю ночь, невооруженным глазом. Лучше человек большего количества звезд на этом кусочке неба человек не увидит. Это нормальный глаз человека видит. Но, очевидно, есть животные, которые как-то лучше приспособлены к ночной жизни, чем мы с вами. Есть ночные хищники. Ну, какие, например? Совы. Отлично. Ну, давайте глазами совы на это посмотрим. Вот примерно так сова видит этот же кусочек неба. У нее в 20 раз чувствительнее к свету, ну, к слабому свету глаза. Вот так мы видим, а так сова. Но если она вообще смотрит на звезды, я что-то сомневаюсь, что она же мышей ловит. Но тем не менее. Но это предел биологического зрения. А мы берем какой-нибудь среднего качества телескопчик, наводим, например, сюда. И видим вот такую картину. Даже сравнительно небольшой инструмент помогает нам увидеть то, чего никакой глаз не видит. Кроме звезд на небе еще есть разреженное вещество, газ горячий межзвездный. Его глазами не заметишь, а даже такой средний телескопчик можно сфотографировать и увидеть. Но это еще не предел. Берем мощный, по-настоящему большой профессиональный телескоп, наводим, ну, скажем, вот на эту область неба, где, на первый взгляд, там 3-4 звезды, да? Сфотографируем, видим вот такую картину. И так практически до бесконечности. Чем больше диаметр зеркала, ну, а современные телескопы все зеркальные, большие, тем больше он собирает света, тем более слабо светящиеся и далекие объекты видит. Какие препятствия приходится преодолевать телескопом, ну, точнее, астрономам, которые с ними работают? В основном 2. Гравитация и атмосфера. Вот сравните, перед вами фотографии 2 телескопов. Это сделано в 19 веке, диаметр его 2 метра. А этот в 20 веке, это телескоп Хаббл. Когда вы работаете на Земле, ваш инструмент силой тяжести изгибается, прижимается к Земле, и надо придумывать какую-то конструкцию, которая бы его поднимала, направляла в нужную область неба, не давала ему сгибаться, ведь это очень чувствительная оптическая техника. А этот летает себе в невесомости и гравитацию
она ему нипочем. Космический телескоп не чувствует как бы влияния гравитации. Второе – это атмосфера. Он летает за пределом атмосферы, перед ним пространство пустое и только те звезды, которые он наблюдает. А перед этим целые десятки километров плотного воздуха, в котором преломляются лучи света, искажается изображение далеких объектов космических, потому что воздух хоть и прозрачный, но не совсем. И когда турбулентные всякие потоки поднимаются вверх, ну вот мы видим даже по легкому миганию звезд ночью, понимаем, что атмосфера вмешивается в прохождение света через нее. А для астрономов это просто бич, с этим мы боремся, это, так сказать, ограничивает наши возможности на Земле. Давайте посмотрим, какие качества телескопов важны и как они эволюционируют. Вот классический вид большого астрономического инструмента. Это, кстати, самый большой в мире телескоп-рефрактор, сделанный в конце XIX века в США, недалеко от Чикаго обсерватория находится. Диаметр 1 метр, максимум, больше никто не умеет. И вот такая конструкция считается классической. Длинная труба, а тут механизм поворота, помогающий направить телескоп на нужную область неба и медленно поворачивать вслед за движением звезд, потому что Земля вращается, и нам надо в противоположную сторону медленно поворачивать телескоп, чтобы он не сбился, чтобы смотрел все время на тот объект, который мы изучаем. Не всегда было так. Только в середине XIX века, собственно говоря, понадобился вот этот механизм поворота. Почему? Когда мы глазом наблюдаем, нам не важно. Мы можем и руками повернуть, и дрыгнуть как-то там, рывками поворачивать телескоп. Но когда появилась фотография, она в середине XIX века появилась, стало возможным длительные экспозиции делать, направить на одну область неба и долго накапливать свет, чтобы изображения слабых объектов все-таки получились. А для этого надо, чтобы телескоп очень равномерно поворачивался вокруг оси, параллельной оси вращения Земли. Земля в одну сторону поворачивается, а телескоп в другую и компенсирует это движение. И смотрит все время на одно место. В середине XIX века появились часовые механизмы. Это все часы большие, которые заставляют вот эту вот ось поворачиваться на один оборот в сутки. То есть как Земля. Один оборот в сутки телескоп делает в противоположном направлении. Ну, вторая ось помогает просто нужную точку на небе выбрать. Раньше были механические часы, то есть гиря какая-нибудь или часовая пружина там заводилась, вот ручка заводная. У нас еще в институте в Москве сохранился такой инструмент с механическим часовым механизмом. Такая архаика, но очень приятно на нее смотреть. Изящно исполненная. Ну, а сегодня, конечно, электронные часы, электронные, электрические моторчики все это крутят. Конечно, это все более совершенно. В зависимости от массы телескопа его по-разному устанавливают на то, что называется монтировка, то есть вот эта система поворота. Вот маленькие телескопчики просто на двух осях или даже там вот так делают на вилочке. А огромные тяжелые конструкции, скажем, современный телескоп порядка 1000 тонн весит. 1000 тонн – это много, это целый корабль. А поворачивать его надо с фантастической точностью. Вот, скажем, на этой картинке, вот здесь американский телескоп с диаметром зеркала 5 метров. Он весит примерно 1000 тонн, вот вся эта конструкция. Человек может подойти и спокойно, не напрягаясь, рукой повернуть это все. Просто, не чуть-чуть, а так заметно, но все-таки рукой нажав на эту 1000-тонную конструкцию. Ясно, что никакие подшипники при этом невозможно использовать. Телескопы плавают на очень тонких слоях масла, на такой масляной пленке. Вот здесь вместо подшипников нагнетается под большим давлением масло, и телескоп просто плавает на нем. Он не соприкасается с нижней частью вот этой конструкции, а как корабль. Вы можете подойти к кораблю у пристани и рукой его медленно, но все-таки переместить, потому что он не сопротивляется, он в воде подвешен. Примерно так же устроен и телескоп. В течение 20 века очень
сильно все эволюционировало. Вот показано 4 поколения телескопов, из чего было сделано зеркало, главный элемент зеркала, объектив телескопа. Сначала делали из стекла, потом из керамического стекла, вот пирекс, сетал, а сегодня разные используют и стеклянные, и керамические, и металлические составы, чтобы из них полировать зеркала. И форма менялась, и установка телескопа менялась, и башня. Башней мы называем, ну, тот дом, в котором телескоп размещается, астрономическая башня. Они, как правило, круглые, похожи на башню крепостную. И очень сильно изменилось место, где астрономы предпочитают устанавливать телескопы. Раньше, еще в XIX веке, это были города, где университет, где профессора живут. Там же они свои телескопы и строили. Но оказалось, вот городское освещение появилось и испортило нам возможности видеть небо. И потом астрономы стали убегать из городов, и сегодня никто не станет в городе строить обсерваторию. Ну вот, середина 20 века. Телескопы-рефлекторы, конструкции Ньютона росли, доросли вот до такого монстра. Построили его американцы в 1950 году, ну, в 49-м, там, 50-м. И тогда инженеры сказали, это предел. Инструмент весит 1000 тонн, зеркало его весит десятки тонн, там, более 30, и ничего никогда более крупного на Земле никто не построит. Уже металл не выдерживает собственного веса, начинает прогибаться и теряется качество изображения. Действительно, конструкция фантастическая. Например, вот сама то, что мы называем трубой телескопа. Теперь это уже не труба, а ажурная конструкция, ну, чтобы полегче ее сделать, как мосты делают. Зеркало в нижней части, а наверху вот тут такой стакан, кабина наблюдателя. То есть астроном сидит внутри телескопа. И вместе с ним поворачивается, ездит и всю ночь перемещается. Тут люди ходят внутри, там лаборатории. В общем, это целый завод такой. Вот вид сверху. Тот самый астроном, который сидит в этом верхнем стакане. Кстати, очень известный астроном, его фамилия Хаббл. Он еще успел немножко поработать на этом инструменте. А внизу под ним зеркало 5-метрового диаметра. Зеркало, ну, то есть объектив этого телескопа. Вообще говоря, было очень романтическое время-то, в середине 20 века, ну, до 90-х годов, пожалуй, 20. Не было электроники нормальной, и люди всю ночь проводили в полной темноте, в холоде. Там нельзя ни свет включать, ни обогреватели никакие. А работают обсерватории, как правило, в горах, где ночью, даже летом холодно, а уж зимой, длинной зимней ночью в горах вообще. И никак не обогревать. В общем, главный враг астрономов в те годы был – это холод. Это я вам говорю уже сознательно, как человек, поработавший в таких условиях. Ужасный холод. Ты же сидишь неподвижно практически. Ну, пару кнопок там нажимаешь часами, часами. Зимние ночи длинные-предлинные, черт бы их побрал. И к утру уже ни о чем не думаешь, только вот куда-то отогреться. Но потом пришла электроника, и человек ушел, конечно, отсюда, в теплое помещение, а управлением телескопа занялись компьютеры. Ну, человек через компьютеры. Сегодня это совсем по-другому делается. Инструмент стоит в башне, а человек сидит в лаборатории и контролирует все параметры издалека. Может даже вообще где-то в другом государстве или на другом материке сидеть и управлять через интернет, что, собственно, так и делается обычно. Романтика полностью ушла из профессии. Телескоп отдельно, а ты отдельно, с чашечкой кофе, там, с сотрудниками. Но эффективность, конечно, возросла. Зеркало. Главная проблема в создании телескопа – сделать его объектив. Вот промежуточный этап создания зеркала для телескопа. Такими их делали в середине 20 века. Толстый стеклянный диск, вот его толщина,
толстый, чтобы прочным быть, чтобы не прогибаться под собственным весом. Чтобы уменьшить этот собственный вес, изнутри, видите, тут такая сотовая структура, изнутри вынимали излишки стекла, оставляя только ребра. Ну, как в пчелиных сотах примерно такая же конструкция. Ну, а верхняя поверхность, конечно, сплошная. Так кажется, что тут дырки. На самом деле где-то слой толщиной 5-7 сантиметров стекла, тут сверху сплошной. Потом, когда отполировано зеркало, ему придана нужная форма параболоида, его покрывают тонким слоем алюминия в вакууме, и он становится зеркальным, и это уже зеркало. Но все равно такая конструкция не могла дальше расти. При такой огромной толщине, десятки сантиметров, вес зеркал получался фантастический. Вот в России самый крупный телескоп, одно время он был крупнейшим в мире, я покажу его, диаметр зеркала 6 метров, а вес его 42 тонны вот этого стеклянного диска. А еще же нужно все остальное. Этот телескоп получается 1000-тонного веса. Вот зеркало, или заготовка зеркала 5-метрового американского телескопа. Мы так и не научились делать в нашей стране вот такие сотовые конструкции, облегченные. Это очень высокая технология отливок стекла, и ей до сих пор обладают этим секретом 3 фирмы, 2 во Франции, 1 в Штатах. А мы вот так и не научились сотовые зеркала делать. Вот так выглядит 5-метровый телескоп, про который было сказано, что это конец эволюции телескопов-рефлекторов, что дальнейший рост просто, ну, так сказать, сломает его под собственным весом. Вот здесь зеркало, там астроном или приемник света какой-то, фотоаппарат. А это все конструкция гигантская, на которой повороты осуществляются, наведение на нужный объект. Ну, вы видите изнутри, как башня устроена. Сферический купол, полусфера, он поворачивается по азимуту. И вот это окно, вот оно здесь. Сейчас оно закрыто створками, но когда идут наблюдения, створки раздвигаются, и телескоп в это окно, мы его называем щелью, щель башни. Ну, действительно узкое такое длинное окно, он смотрит на небо. Поворачивается телескоп, вслед за ним вращается башня, чтобы все время подставлять это открытое окно полю зрения телескопа. Но оказалось, что можно было превзойти американский 5-метровый телескоп, и это удалось в нашей стране. Тогда у нас техника была, ну, как сказать, принимала вызовы, скажем так. Мы пытались во всем превзойти Штаты, были соревнования такие, вполне гласные, догоним и перегоним. Ну, насчет перегоним были опасения. Говорили, что нельзя перегонять американцев, чтобы не был виден наш голый зад. Но догнать мы их, а иногда и перегоняли. Вот это такой случай. Мы сделали телескоп с диаметром зеркала не 5, а 6 метров. Вроде ерунда на 1 метр больше. На самом деле принципиальный скачок. Но он оказался легче даже американского, потому что иная техническая конструкция, иное решение было. Вот сравните, как тяжело выглядит этот, американский, и как довольно легко выглядит наш 6-метровый, на Кавказе работает до сих пор. Тогда, в момент создания, это был 1976 год, он был крупнейшим в мире, лет 15 оставался им, ну, потом его превзошли, естественно. Он вращается вокруг вертикальной оси, вот эта вот платформа, и вокруг горизонтальной оси. При этом, чтобы следить за звездами, ему нужно одновременно поворачиваться вокруг 2 осей с переменной скоростью. А это можно было сделать только с помощью компьютеров. И тогда у нас эти компьютеры появились, кстати, отечественные, не слизанные ни у кого. И мы эту идею реализовали. До сих пор прекрасный инструмент. И хорошо бы работал, если бы место для его установки было получше. Но, к сожалению, горы кавказские, они не особенно хороши. Сегодня все инструменты астрономические делаются по образу и подобию того нашего 6-метрового. Единственное отличие, видите, он какой длинный. Его длина намного больше диаметра зеркала. Но если продолжать такую же конструкцию, то купол, под которым должен этот инструмент размещаться, будет совершенно неимоверного размера и страшной стоимости.
Поэтому сейчас делают такие же, но короткие конструкции. Диаметр зеркала примерно равен длине телескопа. Там есть свои сложности, но пытаются их решить. И вот так выглядит современный инструмент. Мы в МГУ сейчас строим такой же. Это будет второй по размеру в России. Ну, первым по-прежнему остается 6-метровый наш, кавказский. А наш МГУшный будет второй. Вот такая конструкция, короткая, современная, достаточно продвинутая. Ну, что получится, не знаю. Дело в том, что зеркало... Мы уже разучились делать все в России. И зеркало мы заказали французам, и они сделали очень хорошо. А все остальное китайцам. На что денег хватило. А изящное решение было найдено сравнительно недавно для того, чтобы не увеличивать вес телескопов. Вот конструкция середины 20 века, тот самый американский. Тогда решение было такое. Сделать его максимально жестким, чтобы при любых поворотах он никак не деформировался, чтобы относительное расположение одного оптического элемента, другого оптического элемента не менялось при этом. Вот как бинокль у нас, абсолютно жесткая конструкция. Но это весит 1000 тонн. И чтобы ее сделать жестким, приходится металл увеличивать, и вес увеличивается. И в конце 80-х годов один умный немец, Эрик фон Хёрнер, придумал новый способ конструирования. Он говорит, да пусть себе гнется. Бог с ним, пусть гнется телескоп. Лишь бы не менялось относительное положение оптических элементов. Пусть он согнется. Но зеркала переместятся так, чтобы сохранить взаимное положение. Оказалось, можно рассчитать такую конструкцию. И сейчас делают именно такого типа. Вот сравните. 2 телескопа. Это середина 20 века, 5-метровый американский телескоп весом в 1000 тонн, 5-метровый. А это конец 20 века. Зеркало диаметром 10 метров. А посмотрите, какая легкая конструкция, почти паутинная. Новые материалы, новые способы расчета. И он оказался легче, чем вот этот 5-метровый. А тут 10 метров зеркало, то есть площадь в 4 раза больше. Возможности во много раз больше, а конструкция легкая, потому что новые методы расчета. Ну и сейчас вообще студенты даже, американские, правда, не наши, придумывают оригинальные конструкции, которые, может быть, скоро будут воплощены уже в полном размере. Вот такой телескоп вообще не требует никаких, смотрите, вот тут сколько металла для того, чтобы его поворачивать, наводить на нужные места на небе. А вот вам экспериментальная конструкция на гексаподе. Гексапод – это 6 гидроцилиндров. И они могут по командам компьютера выдвигаться или сжиматься. Выдвигая одни, вдвигая другие, вы можете эту конструкцию поворачивать куда угодно с нужной скоростью. Расчет довольно простой, элементарный компьютер. Вот iPod карманный может управлять этой штукой. Очень компактная. И пока она реализована на маленьких телескопах, это придумали студенты Калифорнийского технологического института. И они же это сделали в качестве дипломной работы. А сейчас ее пытаются, ну, видимо, пойдет в промышленности, будет на больших телескопах использоваться. Крайне красивое решение. Теперь давайте посмотрим, где живут телескопы. Вот то, что я называл башней. Астрономическая башня середины XIX века. Это Франция, под Парижем, Медон. Ну, теперь это уже даже не под, а внутри Парижа. Париж разросся. Смотрите, сколько архитектурных излишеств. Тогда пытались архитекторы вот таких сооружений еще сделать их и красивыми. Ну, по меркам тех лет. Вот красоту навести. Ясно, что вся эта красота денег стоила, а толку от нее для науки ровным счетом никакого, но красиво было. Конец 20 века. Башня 5-метрового американского телескопа. Никаких излишеств, ничего лишнего, никаких элементов украшательства, только суперрационально все. Чтобы ветер обтекал купол, не запинался нигде. Единственное место, где ветер запинается и начинает турбулентно вот так двигаться, это створки щели
приходится их раздвигать, и они немножко так создают ступеньку на этом очень ровненьком куполе. Кстати, цвет. Все башни астрономические красят специальной краской, титановые белила, которые отражают и видимый, и инфракрасный солнечный свет. А для чего? Чтобы внутри не грелся. Чтобы? Чтобы внутри воздух не грелся. Конечно, чтобы не нагревался, потому что днем у вас солнце жарит, ну, кто в палатках живет, знает, нагревается воздух там, и к вечеру было бы под куполом тепло. А на улице холодно ночью. Вы открываете створки, и начинает этот теплый воздух подниматься, бурлит, изображение становится таким неустойчивым. А нам надо, чтобы там под куполом днем была такая температура, какой она будет ночью вот тут на улице. Там даже ставят мощные охладители, чтобы угадать температуру ночью и сделать ее, подготовить телескоп вот к ночным наблюдениям. Потому что перепады температуры – это очень вредная вещь. Начинают коробиться зеркала, там тепловые напряжения возникают и так далее. Там в чашке жидкость. Осторожно. Да, осторожно, крайне. Наш 6-метровый на Кавказе. До сих пор он остается чемпионом по одному параметру – по размеру башни. Более крупных башен астрономических в мире нет, и, возможно, не скоро будут, потому что, ну, колоссального размера. Он очень длинный, поэтому пришлось огромный купол делать. Купол этот 1000 тонн весит. У него, посмотрите, как красиво решено, вот тут я говорил, раздвигаются створки и создают препятствия для такого ламинарного обтекания воздуха. А здесь нет створок. А как открывается щель? Она открывается забралом. Туда перекидывается, на ту сторону забрала, как в шлеме вот у всяких там древних рыцарей. И оно по-прежнему прижато к куполу, и никаких тут завихрений лишних не создается. Этот купол очень сложное сооружение, он многослойный, внутри него лестницы, помещения, люди там ходят внутри, вот внутри стенок, они такие широкие. Мы были там месяц назад, я возил студентов на практику, нам рассказали страшную историю. 2 девочки-практикантки вошли внутрь этого купола и потерялись. Их долго искали там. Действительно, это циклопическое сооружение. Тут человечек был бы вообще с мизинец размером, вот такого вот размера человечек, меньше даже. А телескопы становятся все больше, а купола не растут, поэтому, чтобы телескоп мог выглянуть на улицу, приходится все больше и больше размер этих самых щелей. Это уже не щель, а целое вот огромное окно открывается. Просто половинка купола отъезжает на ту сторону. Вот так вот. Раз, и открывает большое окно для большого телескопа. Но они не всегда, эти башни, круглые. Иногда вот такие цилиндрические делают. Они не очень хороши, но дешевые. Иногда экономят на них. А башни современного телескопа – это очень сложное сооружение. Я уже говорил, во-первых, там должно быть холодно. В течение дня надо сохранить холодный ночной воздух или создать его таким, каким он будет будущей ночью. Во-вторых, все они строятся в горах, а в горах часто землетрясения бывают. Поэтому сотрясения башни не должны передаваться этому хрупкому инструменту. И там очень сложная развязка делается с гашением колебаний. Башня может трястись, там 6-7 баллов землетрясения, а телескоп вообще не чувствует этого, не дрогнет. Довольно все сложно. Ну, много всяких конструкций там применяется. Так что башня – это отдельная инженерная проблема. Теперь давайте посмотрим, где надо построить астрономическую обсерваторию, чтобы хорошо видеть космос. Ну, во-первых, что нам мешает его видеть из любого места? Вот смотрим на Луну в бинокль. Вот так мы ее видим в хороший бинокль. Или в слабенький любительский телескопчик. Нам хочется получше разглядеть какие-то детали мелкие. Мы берем телескоп помощнее, делаем увеличение побольше и начинаем бродить по лунной поверхности. Вот жалко, что в эти дни Луны нет на небе, сейчас новолуние, а телескоп пропадает наш. Могли бы посмотреть на Луну, это очень интересно. Всю ночь можно бродить вот так вот
часть за частью рассматривать горы лунные, старые кратеры, залитые лавой. И вроде изображение-то четкое, да, никаких проблем. Смотрите, какая ясная картинка. Мы берем посильнее увеличение, делаем, хотим рассмотреть какой-нибудь отдельный кратер. Ну да, увеличение стало больше, но как-то новых деталей перестало появляться. Мы видим, что начали расплываться мелкие детали. Какие-то мы видим, вот, например, очень известное место называется «Прямая стена». 600 километров в длину и около километра в высоту, такой уступ горный. Или вот долина интересная. Но уже качество какое-то, хочется порезче, да? Хочется, чтобы оно как-то сфокусировалось, оно уже начинает расплываться. Мы еще больше увеличения делаем, вот вопреки всему, и вообще не видим новых деталей. Картина растет в размере, а детали мелкие пропадают, размываются. Виноват воздух, который между телескопом и космосом. Вот слой атмосферы у нас над головой. Если это все дело превратить в киносъемку, мы бы увидели вот такую вот живую картину. Вот кусочек Луны сильно увеличенный, это кратер известный, Клавий. Вот так перед вашими глазами это все бурлило бы, и никаких мелких деталей вы бы не увидели. То же самое со звездами. Пока мы смотрим с маленьким увеличением, звезды точечки. Берем сильное увеличение, делаем, смотрим на одну звезду и видим вот такую картину. Вот такая вот бешеная медуза какая-то. А это атмосфера колышется, бурлит перед объективом телескопа. Но астрономы не сразу поняли, как с этим бороться. Поначалу мы строили обсерватории в городах. Вот, кстати, это мой родной институт. Он на территории Москвы, на Ленгорах, в кампусе университета, главное здание. У нас тут и на крыше 4 башни, и во дворе довольно мощные были сооружены, вот там, в начале 50-х, когда это все сооружалось. Мы думали, что мы далеко от Москвы. Москва где-то там, а мы вот тут в полях, в Подмосковье. Но Москва нас уже накрыла, и небо такое, что... Ну, вот такое небо обычно. Да, ну иногда бывают, конечно, звезды над городом, но, в общем, городское освещение и грязь в воздухе, весь этот полюшен, он, конечно, мешает наблюдать, и астрономия в городах невозможна. А где она возможна? Ну, подальше, где-нибудь в горах, повыше, чтобы уйти от плотных слоев атмосферы. Вот типичная маленькая обсерватория европейская в Альпах, симпатичная, да? Таких много в Европе и в Штатах есть такие. Где-то с середины XIX века астрономы стали уползать в горы и там свои инструменты располагать. Но вот в таких горах, вот это же обсерватория с другой стороны. Видите, горная вершина очень острая, маленькая площадь на ней. Что там можно поставить? Ну, какой-то очень скромный инструментик здесь помещается. И дорогу туда не проложишь, и никакие тяжелые детали не завезешь. То есть там можно какое-то такое мелкое оборудование устанавливать. Эти горы явно не подходят для серьезной работы. В Европе наилучшее место для астрономов обнаружилось на юге Франции. Вот это горная обсерватория Пик-дю-Миди во Франции, около 3 километров высотой, на границе между Испанией и Францией, считается лучшим местом на, я думаю, на евроазиатском даже континенте. Действительно очень хорошая обсерватория. Так она выглядит днем, а вот так ночью. Но уже цивилизация подбирается и туда. Это сравнительно недавний снимок. И вы видите, что в долинах уже поселки, там туристы, горнолыжники. И все это светится огнями ночного освещения. И, конечно, астрономам это мешает работать. Куда из Европы вообще? Далеко не уйдешь, там везде цивилизация. Поэтому европейские обсерватории, континентальные, уже не особенно востребованы. Тем не менее, в середине XIX века это было замечательное место. Вот 2 изображения колец Сатурна. Вот это рисунок, сделанный астрономами Пик-дю-Миди. Вот этот вот телескоп тогда был в XIX веке. И впервые эти люди заметили вот такое мелкое деление кольца Сатурна на отдельные тоненькие колечки. Фотографии тогда еще не было, просто зарисовали руками.
Им никто не поверил, потому что никто, кроме них, не видел столь четких изображений. И эти рисунки даже перестали и в учебниках воспроизводить. Но пришла новая эпоха, телескоп Хаббл в космосе стал фотографировать то же самое, мелкое деление кольца Сатурна, ну а космические аппараты просто подлетели туда и показали, что это так. То есть действительно это место было уникальным. Ну, сегодня оно уже не такое уникальное, сегодня есть места и получше. А вот наш 6-метровый телескоп, видите, какие условия для работы. Я приехал как-то, с трудом в тумане нашел саму башню эту гигантскую. А на днях мы были, там такой туман был, что вот поднимаясь по этой лестнице, вот, по-моему, до этой вот площадки, вот до этой площадки предпоследней, тут лестница такая, вот здесь мы стояли, башню еще не видели. Это днем, вот такой был плотный туман. И только взойдя вот сюда, мы увидели вот этот вход, и появились очертания башни. Конечно, при такой погоде не особенно поработаешь. Но иногда там бывает, конечно, чистое небо, но редко. А вот места, о которых астрономы мечтают. Горы, но горы сухие, где воздух абсолютно сухой, прохладный, чистый, никаких паров воды, ни тумана, ни облаков. Таких гор на свете немного. Вот, пожалуй, лучшее место на континентах – это Южная Америка, Чили. Западное побережье Южной Америки. Там в Тихом океане холодное течение вдоль американского континента, и воздух прохладный всегда, сухой, и, видите, нет растительности практически, камни, поэтому сразу видно, что там сухой воздух. Ну и горы не очень острые, на них можно проложить дороги, по которым тяжелое оборудование можно завозить. Вот эта площадка сейчас самая известная в мире. Европейцы, объединенные европейцы, Западная Европа, построили 4 гигантских телескопа рядышком, и еще несколько маленьких, ну, относительно маленьких. И вот вся эта система может работать как единый инструмент, собирать свет вместе от всех этих больших и малых телескопов. Вот тут, в корпусе центральном, это как бы один многоглазый инструмент получился. Вот еще одна площадка в Чили, немножко южнее, Европейская южная обсерватория, Ла-Силья. Тут тоже колхоз такой научный, многие страны. Ну, они индивидуальные свои телескопы поставили, но рядышком, потому что инфраструктуру создавать для каждого дороговато. А тут одна дорога, одна электростанция, одна там скважина для воды и так далее. Ну и все этим пользуются, это дешевле получается. И очень хорошее место. Вот, собственно, какая дорога предпочтительно мягко поднимающаяся по таким холмам, не очень крутым, к вершине. Ну, вершину обычно срезают, делают площадочку и на ней лепят башни инструментов. Но вот такие четкие снимки получают там, на южном небе, в Австралии, в Чили. Это вот известный взрыв звезды, произошедший 1000 лет назад. Остаток взрыва звезды сверхновой, крабовидная туманность. Раньше таких четких многоцветных снимков, конечно, не могли делать. Самая крупная система телескопов создается сейчас, опять же, в Чили. Вот это уникальное место, но на очень большой высоте. Есть там такая пустыня Атакама, и в ней горный район, 5 километров с лишним высота. И вот там строят набор из 60 с лишним вот таких антенн. На первый взгляд они не похожи на телескопы, но это тоже телескопы микроволнового диапазона. Доли миллиметров длина волны, такой далекий инфракрасный свет. И это, конечно, грандиозная система будет. Деньги вложили туда все. И американцы, и европейцы, и Корея, и Япония, и Китай. В общем, все, у кого деньги есть. И это такой международный проект огромный будет. Ну, а отдельная проблема – это наблюдение Солнца. Солнце видно только днем. Солнце нагревает телескоп, нагревает Землю вокруг него. Если не предпринимать каких-то специальных усилий, теплый воздух будет рядом с телескопом подниматься от Земли и испортит изображение. Нашлось такое оригинальное решение. Американцы построили на высокогорном озере Бёрд, такое есть в Аризоне,
на озере искусственный остров, и посреди озера поставили башню телескопа. Вода холодная днем, она не нагревается солнцем, не успевает нагреться, поэтому нет восходящих потоков воздуха. Получают прекрасное изображение Солнца. Вот отдельное пятно солнечное, структура очень ясно видна, четкая. Могу вас заверить, что это уникальный снимок. Там же 5-метровое зеркало, которое собирает свет от Солнца. А почему фотик не плавится? А для Солнца таких больших телескопов не делают, конечно. Оно так много света дает, что не нужен большой объектив. Вот вы видите, объектив сантиметров 50 всего диаметром. Такой. Достаточно. Но это проблема вообще. И с таким объективом может расплавиться. Там даже есть водяное охлаждение специальное. А вот такие четкие изображения Солнца получают специальные телескопы для солнечных наблюдений. Ну а идею развивают. Вода вокруг башни способствует наблюдению. Но мы же можем строить на островах. Не надо какие-то искусственные острова создавать. Есть естественные в океане. И вот пошли этим путем. А в северном полушарии самая продвинутая обсерватория находится на Канарских островах. Ну, принадлежат они Испании. Тут вот Испания у нас, это Африка, Канарские острова. Самый астрономический из них вот этот островочек под названием Ла-Пальма. Кто-нибудь читал Жюль Верна «Таинственный остров»? Так вот, это прототип таинственного острова. Остров-вулкан. Он весь состоит из древнего вулкана. Он уже не работает, конечно, этот вулкан. А тут еще вот такие фумароллы, маленькие микровулканчики, еще пыхтят потихонечку. Но это тоже давно застыл. Высота, вот здесь край кальдеры, там провал, конечно, в центре. Все это рухнуло туда вниз. Кстати, тут великолепный заповедник. Там столько эндемиков всяких биологических. Вот. А наверху, на гребне этой кальдеры, астрономы строят свои башни. Высота хорошая, 2,5 километра. Видите, в чем преимущество острова, вокруг которого холодная вода? Атлантика довольно холодная. Облака не поднимаются высоко. Нет восходящих потоков воздуха. И облака плывут ниже уровня обсерватории и никому не мешают. Над головой у них чистое небо, видите, солнышко светит. А облака там где-то внизу, как правило. Ну, а если бывает, конечно, что и наверху облака, погода ненаблюдательная, тогда сел на машину, и через 15 минут ты внизу, вот тут прекрасные пляжи. Что тоже неплохо. Она переместилась в иную сферу. Вот так на острове Ла-Пальма астрономы строят себе, ну, разные, все европейские страны туда, значит, потихонечку стягиваются. Даже переносят телескопы с материка на этот остров, потому что там действительно оказалось очень хорошо. Можно вопрос? Вы же сказали, что есть космические телескопы, да? Есть. Зачем туда строить на Земле, если можно в космос запустить? Один космический стоит столько, сколько 20 или 30 наземных. Приходится выбирать. Вот, скажем, американцы могут и то, и другое делать себе, и наземные, и космические. А мы космический телескоп один раз за всю историю в советские времена сделали. Астрон был такой, в 1986 году летал. С тех пор финансов на это дело нет. Нет, это очень дорогое удовольствие. А вот там вот какие-нибудь экскурсии вот эти? Запросто, конечно. Поезжайте на Ла-Пальму и искупаетесь, и подниметесь туда. Конечно, экскурсии всегда. На любую обсерваторию есть экскурсии. Астрономы не жадничают. Наилучшее место, считается, на земном шаре для наблюдений – это вершина древнего вулкана Мауна-Кеа на острове Гавайи посреди Тихого океана. Он очень высокий, больше 4 километров высотой, вокруг Тихий океан. Замечательное место, но очень дорогое в смысле обслуживания, строительства. И там только самые богатые страны могут позволить себе чего-то соорудить. Здесь крупнейшие в мире телескопы. Вот эти два американские, они в течение последних 15 лет были самыми большими в мире. Это там японские, это вот объединенный там, многих стран. А, наконец,
Можно еще выше, чем на горах, поставить телескоп, на борту самолета. Он поднимается там, на 12, на 15 километров вообще за пределы плотных слоев атмосферы. Над головой у самолета уже разреженный воздух, стратосфера. И поступают так. Вот одна из летающих обсерваторий, тут открывается окно, и телескоп в него смотрит. Боинг большой. Но он специальный Боинг, он укороченный, и у него это гигантское окно сзади. И там огромный телескоп стоит, 2,5 метра диаметром. Окно открывается, и инструмент оттуда смотрит на небо. Крепко держатся, чтобы не вывалиться. Да нет, конечно. Когда вы в стратосфере открываете окно, там практически вакуум. Люди сидят за переборками, вот тут. Вот сам телескоп, потом стенка, а люди сидят в отдельном помещении, пьют кофе, опять же. И летят куда надо. Еще выше, чем на самолете, можно запустить телескоп на воздушном шаре. Тогда он может подняться на 30, а иногда даже на 40 километров от Земли. Ну, там уж совсем почти космос, воздух разреженный. И так тоже поступают летающие аэростатные телескопы. Конечно, на них люди уже не работают. Это полная автоматика. Он поднимается очень высоко. Видите, шар у Земли такой вот почти не надутый, но когда он поднимается наверх, газ внутри расширяется, эта оболочка становится 100-120 метров диаметром, гигантский пузырь, а под ним подвешена гондола с радиоуправляемым телескопом. Обычно такие эксперименты проводят над Антарктидой. Почему? Там вокруг Южного полюса постоянно дует круговой ветер. Если вы на берегу Антарктиды, а там много научных станций, запустите этот аэростат, его где-то дней за 10 обнесет вокруг Южного полюса, и он прибудет почти в точку старта. При этом можно отсоединить, ну, по команде, радиокоманде, отсоединить эту гондолу, она на парашюте опустится. Ну, а пузырь погибает, конечно, но он не очень дорого стоит. В следующий раз новый используют. Это очень хороший метод, мы им совсем не владеем сейчас, у нас таких нет. Французы очень активно его используют, а американцы. Ну и, наконец, в космос. Совсем уже за пределы Земли тоже можно, но это очень дорого, я уже говорил. Самый лучший, самый заслуженный космический телескоп – это телескоп Хаббл. Он уже больше 20 лет работает, скоро закончится его срок. Там уже многое на последнем издыхании, но это эпоха. Просто эпоха в развитии не только астрономии, а вообще науки. Мы теперь совершенно по-другому историю Вселенной себе представляем. И прошлую, и будущее, и это заслуга Хаббла, конечно. Он обошелся дорого. По-моему, сегодня около 4 миллиардов долларов стоит вот все за эти 20 лет, если собрать деньги на него потраченные. Но в конце концов это не такие уж сумасшедшие деньги, зато результат научный просто фантастический с него. Вот я, по-моему, вчера показывал вам, какие фотографии он получает. Это ничего подобного ни один другой инструмент, ни наземный, ни космический не может. Ну, за Солнцем тоже наблюдают космические телескопы, и оказалось, что, наблюдая за Солнцем, они стали открывать неожиданные вещи. Вот летает в космосе эта обсерватория уже 20 лет, Сохо. Она смотрит на Солнце, и у нее один из телескопов сделан так, что там специальная заслонка закрывает солнечный диск и позволяет увидеть вокруг него что-то, чтобы не ослепляло Солнце. И оказалось, что часто рядом с Солнцем пролетают или даже падают на него маленькие кометы. Мы их раньше не замечали, ослепляет очень сильно Солнце, нельзя на него направить нормальный телескоп. А этот со своей заслоночкой может разглядывать и корону солнечную, и то, что рядом с Солнцем пролетает. Оказывается, довольно часто такие микрокометы туда ныряют в атмосферу Солнца. Либо рядом проходят и пролетают мимо. Вот Сохо. Вот то Солнце, которое он видит, это на Земле ничего подобного невозможно получить, потому что это портрет Солнца в рентгеновских и ультрафиолетовых лучах. Ни то, ни другое сквозь атмосферу Земли не проходит, поэтому только из космоса можно делать. И мы сразу видим, где зарождаются мощные вспышки солнечные,
которые иногда могут и Земле грозить. Прогноз делается теперь очень уверенно, на несколько дней вперед. Особенно космонавтам это опасно. Инфракрасные телескопы. Тоже на Землю не проходит инфракрасный свет из космоса, приходится запускать на орбиту такие инструменты, но осложнена их работа вот чем. Инфракрасный свет – это то, что вот любой нагретый объект. Мы с вами сейчас тоже светимся в инфракрасном свете. Поэтому если и сам телескоп будет таким же теплым, как мы, то и он будет светиться инфракрасным светом, и он сам ничего не увидит. Все равно, что себе в глаз фонарем светить и попытаться еще что-то вокруг себя увидеть. Значит, телескоп надо охладить, чтобы сам он был абсолютно холодный. По существу это огромный сосуд с жидким водородом, а иногда с жидким гелием, чтобы все внутри него было почти при температуре 0 по Кельвину. А этот жидкий газ холодный, он испаряется. И вот первые инфракрасные телескопы, они всего по полгода работали, потом испаряется эта холодная жидкость, и они слепнут. Сейчас до 3 лет довели их работу на орбите, но все равно вот не очень долго. Приходится потом следующий запускать. Это, конечно, дороговато, но зато результаты интересные. В этом направлении российских достижений немного, но вот все-таки кое-чего добились. Мы запустили давно уже созданный, лежавший, ждавший своего часа радиотелескоп на орбиту вокруг Земли, радиоастрон. Это уникальная вещь. Вот теперь мы в этом направлении лидеры, когда один радиотелескоп далеко от Земли, а другой на Земле, и они вместе смотрят на один объект, они могут очень мелкие детали там рассмотреть. И сейчас, ну, в общем, мы как-то так вырвались в этом научном поиске вперед, благодаря вот этому радиоастрону. Все очень хорошо работает. Сложно с ним работать, учимся. Это институт имени Лебедева, ФИАН в Москве сделал. Ну, вот и международная команда там помогает. Зато это уникальная вещь. Иногда даже небольшие спутники с телескопом позволяют большие открытия делать. Французы очень оригинальный маленький телескопчик запустили. 30 сантиметров диаметр зеркала. Вся эта конструкция там меньше тонны весит, легкая, килограмм 400. И глядя на звезды, он замечает, как планеты этой звезды проходят перед ней и немножко затмевают свою звезду, и таким образом открывает планеты у других звезд. Очень дешевая, но четко продуманная конструкция и прекрасно работает уже который год. Теперь расскажу про самое удивительное в этой области, про то, что можно испорченное атмосферой изображение вновь сделать четким. Вот это самая фантастическая инженерная придумка, которая за последние годы была реализована. Две системы компьютерных созданы – активной оптики и адаптивной оптики. Что такое активная оптика? Я уже говорил, главное зеркало телескопа не должно деформироваться. Инструмент поворачивается, а зеркало должно сохранять свою идеальную форму при любых наклонах. Раньше стремились к тому, что оно должно быть жестким, а оказывается, можно поступить по-другому. Пусть оно будет не очень жестким, тоненьким, способным деформироваться, но мы его будем подпирать снизу разными такими управляемыми пальчиками, домкратиками, и компьютер будет следить за тем, чтобы форма при любых наклонах зеркала оставалась идеальной. Это называется активная оптика. Особенно часто не надо, раз там в несколько секунд надо подправлять давление этих домкратиков, их называют актуаторами, и пытаться, чтобы зеркало, главное зеркало телескопа, не изменило свою идеальную форму параболическую. Это сравнительно легко было сделано и очень хорошо работает. А вот другая придумка, адаптивная оптика, это вообще удивительная вещь. Вот смотрите. Из космоса приходит свет. Вот эти линеечки – это волновой фронт. Ну, с физикой у нас туго, да?
у кого-то нормально. В общем, идеальный свет, не испорченный, четкое изображение. Проходит сквозь атмосферу турбулентную и становится искаженным. Это такое же искажение происходит, как, может быть, кто-то был из вас в комнате смеха, где зеркала кривые развешаны? Не приходилось? Приходилось. Смотришь на себя красивую, а там бог знает что в этом зеркале. Потому что зеркало кривое. А теперь представьте себе, что это зеркало еще и дышит. Постоянно меняет свою кривизну. Вот вы будете себя видеть, ну, как звезду. Видели, да, как она искажается? Или там луна. Вот атмосфера портит изображение. Так что мы можем сделать? Мы можем этот свет направить на другое, ну, атмосфера болтается, все время меняется, изображение меняется. Вот какая-то блямба тут живая, медуза эта бешеная дрожит. Мы направляем этот свет на мягкое зеркало, мягкое, управляемое большим количеством механических пальчиков. И пытаемся быстро-быстро менять форму этого зеркала так, чтобы, отразившись от него, свет снова восстановил свое идеальное, четкое состояние, и картинка стала резкой. То есть мы как бы обратную делаем задачу. Это комната антисмеха. Мы не искажаем, а наоборот, искаженное изображение возвращаем к исходному идеальному состоянию. Вопрос: а откуда компьютер знает, какая вы красивая? То есть какую ему картинку надо восстановить? Может, какой-то дополнительный сигнал дают? Может, вы еще более безобразная, чем у вас это кривое зеркало показывает. Компьютеру надо объяснить, к чему стремиться, да? К какому идеалу стремиться. Но тут все очень просто. Все звезды так далеки от нас, что их изображение – это точки. И только атмосфера размывает и делает из них медузу. Поэтому мы говорим компьютеру: вот попытайся там точечные создать изображения, чтобы маленькие светящиеся точки были, это звезды. И он меняет форму зеркала до тех пор, пока изображение, ну хорошо, если одна звезда есть, если две, он тоже понимает, надо их сделать идеально маленькими, компактненькими. Вот в этом его задача, он быстро ее решает. 1000 раз в секунду, 1000 раз в секунду меняет форму этого зеркала и таким образом компенсирует те недостатки, те искажения, которые внесла атмосфера, когда сквозь нее проходил свет. Это изумительная вещь. Ну, знаете, вот в ванных комнатах иногда в дверь вставляют такое стекло, которое сильно искажает изображение, и вроде видите, что там человек купается, а угадать его формы не можете, да? Так вот, если этот телескоп навести на дверь ванной комнаты, он восстановит изображение человека. А что за покрытие зеркала? Из чего? Здесь обычное алюминированное зеркало, но оно мягким должно быть, чтобы могло менять свою форму. Вот так устроено это дело. Ну, тут показано, как обратная связь работает. Тут тоже для знатоков падает свет, мягкое зеркало, компьютер анализирует свет, управляет, 1000 раз в секунду меняет его форму, и мы на выходе получаем. Вот результат работы. Обычный телескоп без системы адаптивной оптики. Если сделать мгновенную фотографию, изображение звезды распадется на отдельные такие бульбочки. А если длительная экспозиция, просто большой размытой бякой будет выглядеть. Включаем систему адаптивной оптики и видим четкий кружочек. Не идеальную точку, но это уже связано с другим эффектом, там, аберрацией света, дифракция на объективе. Во всяком случае, вместо вот этой гадости видим четкое изображение звезды, либо картинку более, ну, покажу сейчас. Вот, например, это реальный пример. Вот японский телескоп снимает нечто с выключенной системой адаптивной оптики. Догадаться, что тут, мы не можем. Включаем систему адаптивной оптики, оказалась двойная звезда. А до сих пор атмосфера это все размывала, все это дрожало. И догадаться, что там две звезды, было совершенно невозможно. Вот то же самое. Или вот замечательный вариант. Наблюдаем планету Уран. Она очень далеко от Земли, поэтому плохо ее видно в телескоп. До включения системы адаптивной оптики видим нечто. Ну, понимаем, что это планета, вот ее диск, но какие-то детали на диске рассмотреть не можем. Включаем систему адаптивной оптики, видим экватор, полосы облачные, какие-то вихри в атмосфере.
понимаем, что это ось вращения планеты, что вот так экватор проходит. То есть видим какие-то детали, которых тут было совершенно незаметно. Вот замечательный пример. Уран, сфотографированный космическим телескопом Хаббл, то есть атмосфера вообще не мешает. И Уран же, сфотографированный с Земли американским телескопом Кек 10-метровым, это изображение даже лучше, чем это. А тут искажения атмосферные были исправлены с помощью системы адаптивной оптики. Это грандиозное совершенно создание техническое. Оно, конечно, дорогое, сложное. Там суперкомпьютер работает на эту всю систему. Быстрый анализ нужно проводить. Поэтому дорого, но возможно стало. А что делать, если, вот я уже говорил вам, звезду мы превращаем в точку. А если в поле зрения телескопа нет яркой звезды, по которой он мог бы ориентироваться, тогда ее надо создать. И вот как это делают. Если сегодня вы на экскурсию в какую-нибудь большую обсерваторию попадете, то можно иногда видеть, что из башни наверх бьет довольно мощный лазерный луч. Он создает так называемую искусственную звезду, то есть высоко-высоко в атмосфере маленькую яркую точку. И телескоп воспринимает ее как звездочку. И по ней система адаптивной оптики наводит изображение и исправляет его за все эти атмосферные дрожания. Или вот это европейский телескоп Чили 8-метровый, тоже лазер мощный, бьет в стратосферу, где-то там искусственная звезда рождается. Сейчас наблюдают они центр галактики, они наблюдают центр, и система адаптивной оптики, ориентируясь на искусственную звезду, делает изображение очень четким. Только благодаря этому изобретению мы смогли разобраться с тем, что происходит в центре галактики. Ну, есть еще одна проблема. Яркие звезды, к сожалению, мешают нам работать. Вот такие монстры, может быть, вчера кто-то был вот вместе с нами у телескопа, да? Я показывал Вега, Альтаир, такие яркие. На фотографиях они вот так вот выглядят и заливают своим светом все окружающее их пространство. Они как фонари ослепляют телескоп, и мы не можем различить рядом с ними другие, более слабо светящиеся объекты. Пока непонятно, как с этим бороться. Ну, научимся, в конце концов. Я уже говорил, что один телескоп – это хорошо, но вместе несколько работают еще лучше. И вот европейская система из 4 гигантских, 8-метровые зеркала у них, и нескольких небольших работают сейчас вместе как один многоглазый инструмент. И по специальным световодам сводят свой свет в центральную лабораторию, и там картинка получается гораздо лучше, чем на каждом из них она в отдельности получилось бы. Теперь вот представляете, это грандиозное сооружение. На одной вершине стоят 4 монстра и несколько более мелких, но тоже крупных. И, кстати, эти могут передвигаться, они тут ползают туда-сюда, занимают разное положение. В общем, современная обсерватория – это так, размером с завод небольшой, а высокотехнологический, технологичный. Теперь посмотрим, чего самое большое создано. Главное – сделать зеркало. Как делают большие зеркала? 3 варианта есть. Либо тонкое сплошное, то есть отливают огромный стеклянный диск небольшой толщины, но большого диаметра, 8-10 метров. Это вариант. Либо толстое сделать, но с такой сотовой структурой, как вафля, чтобы оно не особенно тяжелое было, но прочное. Либо же собрать большое зеркало из маленьких кусочков, из сегментов, положив их на какую-то основу. Вот 3 варианта, и все 3 сейчас используются. Как отлить большое зеркало? Раньше делали так. Плавили стекло, выливали в какую-то форму, ждали, пока оно остынет. Получался
плоский диск и начинали его шлифовать, придавать ему нужную форму. Но когда у вас диск диаметром 8 метров, это столько надо вынуть стекла из него потом, что с ума сойдешь. Сейчас поступают иначе. Жидкое стекло, видите, оно расплавленное, горячее, выливают в круглую форму, а форма вращается при этом. И она вращается с такой скоростью, чтобы центробежная сила сделала это жидкое стекло таким вот вогнутым. Ну, когда вы чай или кофе вращаете ложечкой, мениск верхний становится как раз параболической формы. Вращается и остывает. Через несколько, а медленно-медленно остывает. Примерно на 5 градусов в сутки. Так что несколько месяцев остывает это стекло, ровненько все застывает там, и становится твердое, готовое параболоид. Чуть-чуть его там полируют. Вот готовое стеклянное зеркало. Оно тонкое, очень тонкое, 20 сантиметров толщиной и около 10 метров в диаметре. Такой лист стекла сам себя не выдержит, он просто сломается. Поэтому его все время надо поддерживать снизу вот этими специальными домкратиками, подушечками упираться в него. И компьютер следит, чтобы форма сохранялась у этого стекла. Потом его алюминируют в вакуумной камере, покрывают тонким слоем алюминия. Ну, мы в быту с такими пакетами все время. Вот цветы обычно в такие пакеты упаковывают, пленка алюминированная. Или очки пляжные, то же самое. Тонкий слой алюминия, и зеркало готово. Готово-то оно на заводе, а теперь его надо в горы как-то доставить. И это не очень легко. И вот специальные такие транспортные экспедиции, для которых дороги строят. Вот представьте, нашли вы вершину, но там никто не живет, дорог нет. И вам надо еще найти деньги, чтобы километров 300-400 по пустыне проложить дорогу к этой вершине, что тоже недешево обходится. А потом доставить вот этот гигантский контейнер с зеркалом и с другими тяжелыми частями телескопа туда, на вершину. Иногда приходится извращаться вообще по-разному. Например, недавно в Аризоне строили американцы телескоп большой, там 2 зеркала по 8,5 метров, а это территория заповедника. Им сказали, ладно, делайте, что хотите, но если хоть одно дерево заденете, огромный штраф. И вот они везли это зеркало, по-разному наклоняя его то туда, то сюда, чтобы проходить на поворотах там между деревьями. Ну, в конце концов, все, ни одного дерева не задели, довезли. И построили там в Аризоне вот такой бинокулярный телескоп. То есть его объектив из 2 зеркал состоит, а потом свет объединяется в одном месте. И вот он так выглядит. Сегодня это самый, если по общей площади 2 зеркал считать, это самый крупный в мире инструмент. 2 зеркала по 8,5 метров. Он такой двуглазый получился, очень эффективно работает. Можно собирать зеркала из отдельных кусочков. Вот 10-метрового диаметра зеркала у американских 2 телескопов, их собрали из 36 таких панелек зеркальных, вот как шестиугольники. Они прилегают плотно один к другому, и так набрали из них большое зеркало. Тут проблема совместить их, конечно, идеально, точно. Это нелегко оказалось. Теперь 2 таких телескопа, вот один из них с этим наборным зеркалом и рядом второй, работают на Гавайях очень эффективно. Это телескопы имени Кека. Такой миллионер дал на это деньги. Кек-1 и Кек-2 вот тут стоит рядышком. Очень эффективные инструменты. Вот они так стоят на расстоянии 100 метров примерно друг от друга. И их свет тоже можно свести в одной лаборатории вместе. Тогда получается хорошее изображение. А это крупнейший телескоп с единым зеркалом, с одним, не с 2, а с одним зеркалом. Построили его испанцы на острове Ла-Пальма. Нас приглашали в кооперацию. У нас не нашлось, там, по-моему, 20 миллионов долларов вступить в эту кооперацию. Ну, испанский король дал из своего кармана денег, и они таки построили. Теперь у них крупнейший в мире телескоп, ну, с монозеркалом, с единым. 10,5 метров диаметром. На сегодня это предел. Но, вообще говоря, это маловато. Чтобы планеты у других звезд изучать, нужны покрупнее инструменты. И были проекты. Был проект 100-метрового телескопа. Но это было чересчур. Решили его не делать, потому что дорого и непонятно, удастся ли его создать.
Пока ограничились, вот сейчас строят 3 телескопа с таким промежуточным диаметром 40 метров, 30 метров и 25. Сказать об их национальности ничего невозможно. Они все международные, кооперативные. Даже у Штатов не хватает денег, чтобы целиком за свои средства сделать себе такой. Поэтому все они в кооперации строятся. Это общеевропейский, тут с участием Штатов. Но так или иначе все помогают, даже китайцы. Американцы делают 30-метровые. Они немножко не стали замахиваться на 40 метров. Ну, тоже гигант, наборное зеркало из кусочков. И у них очень красивая оригинальная башня. Так она сделана хорошо, что эта дырочка вот открывается и ничего не торчит при этом. Крышка уходит внутрь башни туда. Вот видно, как она блюм-блюм-блюм и туда внутрь опускается. Такая инженерная идея. И последнее, о чем я расскажу. Помните, как на Челябинск упал метеорит, да? Мы его прозевали. Почему? Потому что все большие телескопы, к сожалению, видят очень маленькую область на небе. Чтобы контролировать все небо, надо специальные инструменты. Ну, фотографы это знают. Хочешь сделать четкий снимок, надо длиннофокусный объектив, это очень маленький объект только можешь снять. А есть широкоугольные объективы, но высокой четкости от них не добьешься, но, по крайней мере, они могут снять вокруг себя все. Да? Вот широкоугольные телескопы. Значит, стандартный большой инструмент видит на небе площадочку в несколько раз меньше лунного диска. Чтобы всю небесную полусферу перефотографировать таким телескопом, надо сделать 1,5 миллиона снимков. Ну, это невозможно за разумное время. А есть специальные телескопы, широкоугольные, которые видят огромную площадь на небе, во много раз больше Луны. И чтобы таким телескопом все небо перефотографировать, надо примерно 1000 экспозиций сделать, что уже нормально. Там за 2-3 ночи это можно исполнить. К сожалению, таких широкоугольных мало, их всего несколько штук в мире, они устарели, это вот специального вида такие фотокамеры большие. Когда-то они очень помогали открывать астероиды и планеты далекие. Вот посмотрите, как раньше работали астрономы. Это автор открытия Плутона, американский астроном Клайд Томбо. Вот и я также наблюдал в молодости. Идешь ночью на телескоп, несешь под мышкой вот такую коробку деревянную, кассету. Там стеклянная фотопластинка. Присобачиваешь ее сзади к телескопу, открываешь, тут такая шторка, и начинаешь смотреть на небо, а тут накапливается изображение. Пожалуйста, как Плутон был открыт. 2 фотопластинки. Вот на одной здесь Плутончик, а на другой вот здесь. И Клайд Томбо в 30-м году заметил, что вот он за ночь сюда переместился. И так открывают до сих пор все объекты Солнечной системы. Они ближе к нам, поэтому заметно их движение в течение даже не только ночи, там, нескольких часов. Сегодня, конечно, никто так уже не работает. ПЗС-матрицы используют, полупроводниковые приборчики, которые свет воспринимают и нам в компьютер изображение перебрасывают. Но у астрономов, конечно, особые требования к этому. И вот ПЗС-матрица телескопа астрономического, она большая, со сковородку размером, с ними аккуратно работают. Это хирургической чистоты требует. И телескоп делает один снимок за другим. Вот у него одно поле, а через полчаса другое поле. Звезды на месте стоят, а тут нечто передвинулось. Компьютер сразу это замечает, перемещение, смотрит в каталог, если это знакомый объект, вычислены его координаты, орбита, ну, значит, знакомый. А если нет, значит, открытие нового объекта произошло. Вот так. Каждую ночь сегодня в Солнечной системе, каждые сутки открывают примерно 300-400 новых астероидов с помощью автоматических телескопов, обзорных, которые видят сразу большие куски неба. И спутники планет тоже стали очень быстро открывать. Вот первые спутники Галилей открыл у Юпитера в 610 году. Потом медленно-медленно накапливалось их количество, а в последние годы, мы около 200 спутников обнаружили, потому что телескопы практически сами занимаются этой работой, компьютер помогает их выискивать. Ну и сверхновые звезды тоже. В общем, статистика стала
очень быстро расти. Так, это мы пропустим про сверхновые. Вот что создают сейчас астрономы, американские в основном, для того, чтобы не пропустить ни один приближающийся к Земле опасный для нас астероид. Это обзорный телескоп гигантского размера, 8-метровое зеркало, который будет видеть очень большую площадку на небе. Это человек для масштаба, а это фотокамера, которая вот тут будет размещаться. Там 3 миллиарда пикселей, то есть 3 гигапикселя. Теперь уже вопрос, как это все хранить. Какая память компьютеру нужна, чтобы каждые несколько минут сбрасывать вот такой объем информации, на какие носители, как это из обсерватории доставить в университеты, где это будет все изучаться. То есть вопрос уже в том, как переварить эту информацию. Обзор неба, это в смысле обзор неба, который видится с данными? Ну, конечно, стоит телескоп где-то в горах, вот над ним купол неба, и его задача желательно за одну ночь перефотографировать все. За одну ночь не получается, но вот они обещают, что в течение 3-4 ночей до очень слабо светящихся звезд, это звездные величины, это крайне слабо светящиеся объекты, а значит, мы будем вдалеке от Земли замечать астероиды. Если вы 3-4 ночи, если поставить 3 таких? Конечно, но один пока сделают, посмотрят, если это все оправдает себя, тогда в нескольких точках Земли поставят 3-4. А такие проекты иногда удается, как правило, астрономию поддерживают сумасшедшие миллионеры. В детстве они увлекались, потом их захватил бизнес, а состарившись, они свои деньги отдают опять на детское увлечение. Вот, например, этот телескоп на деньги миллионера американского построен. Слоана, такой слоановский фонд есть. Прекрасный инструмент, форма у него странная, на чемодан похож, но работает очень эффективно, и это один из лучших в мире телескопов. Но иногда удается и за небольшие деньги, но с умом сделать очень оригинальный и полезный инструмент. Китайцы в этом деле сейчас мастаки большие. Денег у них не особенно много. Соорудили такой странный, очень симпатичный инструмент. Вот это и это один телескоп. Состоит из 2 помещений. Работает он так. Здесь неподвижное зеркало, а здесь подвижное, и оно отражает нужный кусочек неба сюда на это, а это строит тут изображение. Китайцы здорово все продумали, и у них крупный и недорогой получился телескопчик, который себя оправдывает. Они запрещают его фотографировать, но мои коллеги были там недавно и тайно сфотографировали, как все это устроено. Такой промышленный шпионаж. Ну, мало что можно понять. Ну, в общем, понятно специалисту, как там система разгрузки зеркал сделана. Вот, может быть, мы когда-нибудь повторим такое, или китайцам закажем. Теперь они впереди нас в этой области. Вот такой вот красивый инструмент. Ну и, наконец, вот теперь последнее, действительно. Дешевые. Это для нас. Если нет денег, а чего-то хочется, то можно эрзац какой-то сделать. Вот такой эрзац сделали сначала в Штатах, потом в Южной Африке. Крупный инструмент, но с недостатками. То есть вот его огромное зеркало, оно может поворачиваться только по азимуту, вокруг вертикальной оси, но не может менять наклон. При этом конструкция сразу удешевляется. Но, естественно, все небо он увидеть не может. Но довольно значительную часть неба может, поскольку все-таки крутится по азимуту, и фотоаппарат немножко перемещается в его фокусе. Такая в 10 раз дешевле полноценного телескопа, но в 10 раз это все-таки серьезная скидка. Вот он в таком помещении находится и очень эффективно работает. Еще более дешевая, но, соответственно, более ограниченная конструкция. Телескоп с жидким зеркалом. Берете тарелку, наливаете ртуть, и начинаете вращать вокруг вертикальной оси. Ртуть принимает форму параболоида, и у вас ртутное зеркало получается. Но смотрит он только в зенит, естественно. Все, что проходит над зенитом, этот телескоп видит.
Ночью небо движется, он видит кусочек за кусочком над зенитом. Дешевая конструкция, но крайне ограниченная в своих возможностях. Тем не менее, несколько университетов в Штатах и в Канаде себе такие соорудили, потому что стоят они недорого, а, в общем, позволяют делать работу. Естественный вопрос, да. Как победить испарение ртути опасные? Кто там, сумасшедший шляпник, да, страдал от этого в «Алисе в стране чудес»? Знаете эту историю? Почему он был сумасшедший? Он же был шляпник, а шляпы выделывали фетровые с помощью паров ртути. Ну, поэтому все шляпники были... Но тут, конечно, продумали. На ртуть наливают тонкий слой полимера жидкого. Все. Он не мешает свету проходить, но мешает испаряться ртути. Наконец, можно собрать телескоп из нескольких фотообъективов. Купить фотообъективы хорошие, они сравнительно недорого стоят, и собрать многоглазую конструкцию, ну, как фасеточный глаз у стрекозы. Оказывается, имеет смысл. Для некоторых работ это имеет смысл. В университетах это делают, и у нас сейчас пытаются также сделать. Сравнительно дешевая такая многоглазая конструкция. Но сегодня даже любители астрономии обладают колоссальными возможностями. Современный любительский телескоп, вот этот частный телескоп во дворе стоит, он с помощью электроники, вот электронная фотокамера, не просто покупной фотоаппарат, а более совершенная фотокамера, она позволяет чудеса делать. Вот смотрите, 3 фотографии Сатурна. Это лучший любительский снимок конца 20 века. Это лучший профессиональный снимок конца 20 века. А это современный любительский снимок. То есть человек у себя в саду на маленьком телескопчике, но с помощью электронной камеры, выбирая, там, сделав 10 тысяч кадров, выбрав наилучший, получает, конечно, гораздо более четкое изображение, чем профессионал 20 лет назад. Или вот «Туманность Андромеды», любительский снимок. Поверьте, это фантастика. 20 лет назад профессионалы так не могли галактики снимать ближайшие, как сегодня это делают любители. И сегодня любители реально работают для науки очень полезно. Скажем, в России за последние 5 лет любители открыли больше комет и астероидов, чем профессионалы. Вот любительский снимок солнечной короны во время затмения. Очень качественно, очень. Вот эти тонкие детали солнечной короны – это просто высший класс. Не только для любителей, но и для крутых профессионалов. Потому что тут перепад яркости вот отсюда до сюда в миллион раз. В миллион раз поверхностная яркость меняется. И так проработать и те детали, и эти, ну, фотографы понимают. Это очень тяжело. Но современная техника цифровая позволяет это. Вот теперь уже все.